Здравствуйте, друзья! Степан Разин спасал славян от Романовых. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Как бы ни скрывали иноземные захватчики Руси правду, но она все равно вырвется на свободу. Вранье Романовых про Степана Разина тоже постепенно выходит на свет. По версии иноземцев Романовых, Степан Разин – вор и душегуб, поднявший чернь на восстание против легитимных правителей Руси. На самом деле Степан Разин был представителем истинных правителей Руси и боролся с иноземными захватчиками Романовыми, которых Запад поставил хитростью на трон. Степан Разин – это народный герой, который боролся за независимость Руси. У врага славян Романова даже войско состояло из иностранных наемников, так как русский люд целиком поддерживал Разина. Разин был воеводой самого большого в мире славянского государства Тартария. Но истинное имя Разина тщательно вычищено историками, слугами Романовых. Романовы сделали все, чтобы исказить правду о борьбе славян с захватчиками. Поэтому настоящие русские герои всегда очерняются врагами, и иноземцы по сей день управляют Россией. Посмотрим же, что нам говорят про Степана Разина. При Алексее Михайловиче в России в 1667 году разгорелся мятеж, названный впоследствии восстанием Степана Разина. Этот мятеж называют также крестьянской войной. Официальная версия такова: крестьяне вместе с казаками взбунтовались против помещиков и царя. Мятеж длился долгих 4 года, охватив большие территории имперской России. Но усилиями властей был все-таки подавлен. Что мы знаем сегодня о Степане Тимофеевиче Разине? Родом Степан Разин, как и Емельян Пугачев, был из Зимовейской станицы. Подлинные документы разинцев, которые проиграли эту войну, почти не сохранились. Официоз считает, что будто бы их уцелело всего 6-7 штук, но и сами историки говорят, что из этих 6-7 документов только один можно считать подлинником. Хотя и он крайне сомнителен и больше похож на черновик. Да и то, что документ этот был составлен не самим Разиным, а его сподвижниками, находившимися далеко от его главной ставки на Волге, сомнений не вызывает ни у кого. Российский историк В.И. Буганов в своей работе «Разин и разинцы», ссылаясь на многотомный сборник академических документов о Разинском восстании, писал, что подавляющее большинство этих документов вышло из правительственного лагеря Романовых. Отсюда и замалчивание фактов, и тенденциозность в их освещении, и даже прямая ложь. Что требовали восставшие от правителей? Известно, что разинцы выступали под знаменем Великой войны за русского государя против изменников, московских бояр. Историки объясняют этот, на первый взгляд, странный лозунг тем, что разинцы были очень наивны и хотели защитить бедного Алексея Михайловича от собственных нехороших бояр в Москве. Но в одной из разинских грамот есть такой текст: «В нынешнем, во 179 году октября в 15-й день, по указу великого государя и по его грамоте великого государя вышли мы великое войско Донское с Дон к нему, великому государю на службу, чтобы нам, всем от них изменников бояр, в конец не погибнуть». Отметим, что в грамоте имя Алексея Михайловича не упоминается. Историки считают эту деталь незначительной. В других своих грамотах разинцы высказывают явно пренебрежительное отношение к романовским властям, а все их действия и документы они называют воровскими, то есть незаконными. Здесь возникает явное противоречие. Восставшие почему-то не признают Алексея Михайловича Романова законным правителем Руси, но идут за него воевать. Кем был Степан Разин? Предположим, что Степан Разин был не просто казачьим атаманом, а воеводой государя, но не Алексея Романова. Как такое может быть? Следуя новой хронологии, после Великой Смуты и прихода к власти Романовых в Москве, южная часть России со столицей в Астрахани захватчикам не присягнула. Воеводой именно астраханского царя и был Степан Тимофеевич. Предположительно, астраханский правитель был из рода князей черкасских. Имени его сегодня назвать невозможно ввиду тотального искажения истории по приказу Романовых, но предположить можно. Черкасские были из старых русско-ордынских родов и являлись потомками египетских султанов.
Это отражено на гербе черкасского рода. Известно, что с 1380 по 1717 в Египте правили черкесские султаны. Сегодня историческую Черкассию ошибочно помещают на Северный Кавказ, добавляя при этом, что в конце XVI века это название исчезает с исторической арены. Но хорошо известно, что в России вплоть до XVIII века словом «Черкасы» называли днепровских казаков. Что касается присутствия кого-то из князей черкасских в разинских войсках, то этому можно найти подтверждение. Даже в романовской обработке истории доносит до нас сведения, что в войске Разина был некий черкашенин Алексей Григорьевич, один из казачьих атаманов, названный брат Степана Разина. Возможно, речь идет о князе Григории Сунчелевиче Черкасском, служившем воеводой в Астрахани до начала Разинской войны, но после победы Романовых его убили в своей вотчине в 1672 году. Перелом в войне. Победа в этой войне далась Романовым нелегко. Как известно из соборного положения 1649 года, царь Алексей Романов установил бессрочное прикрепление крестьян к земле, то есть утвердил в России крепостное право. Походы Разина на Волгу сопровождались повсеместными восстаниями крепостных крестьян. Вслед за русскими крестьянами восстали огромные группы других поволжских народов – чувашей, марийцев и других. Но кроме простого населения на сторону Разина переходили и романовские войска. Немецкие газеты того времени писали: к Разину попало такое множество сильных войск, что Алексей Михайлович настолько испугался, что не хотел больше посылать против него свои войска. Переломить ход войны Романовым удалось с большим трудом. Известно, что Романовым пришлось укомплектовывать войска западноевропейскими наемниками, потому что после частых случаев перехода на сторону Разина у Романовых татарские и русские войска считались ненадежными. У разинцев же, напротив, отношение к иностранцам было, мягко сказать, плохое. Пленных иностранных наемников казаки убивали. Все эти масштабные события историки преподносят лишь как подавление крестьянского бунта. Эта версия стала активно внедряться Романовыми сразу после своей победы. Были изготовлены специальные грамоты, так называемые государевы образцовы, в которых была изложена официальная версия Разинского восстания. Велено было читать грамоту на местах у приказной избы не единожды. Но если четырехлетнее противостояние было всего лишь восстанием черни, значит против Романовых бунтовала большая часть страны. По реконструкции Фоменко-Носовского, так называемое восстание Разина было крупной войной между Южным Астраханским царством и подконтрольными Романовым частями Белой Руси, Северной Волги и Великого Новгорода. Эту гипотезу подтверждают и западноевропейские документы. В.И. Буганов приводит очень интересный документ. Оказывается, восстание в России, возглавляемое Разиным, вызвало огромный резонанс в Западной Европе. Иностранцы-информаторы рассказывали о событиях в России как о борьбе за власть, за престол. Интересно также и то, что бунт Разина называли татарским мятежом. Конец войны и казнь Разина. В ноябре 1671 года Астрахань была захвачена романовскими войсками. Эта дата считается окончанием войны. Однако обстоятельства разгрома астраханцев практически неизвестны. Считается, что Разин в результате предательства был захвачен и казнен в Москве, но даже в столице Романовы не чувствовали себя в безопасности. Яков Рейтенфельс, очевидец казни Разина, сообщает: дабы предупредить волнения, которых царь опасался, площадь, на которой преступник понес наказание, была по приказанию царя окружена тройным рядом преданнейших солдат, и только иностранцы допускались в середину отгороженного места. А на перекрестках по всему городу стояли отряды наемников. Романовы приложили немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить неугодные документы разинской стороны. О том, как тщательно их разыскивали, говорит такой факт. На допросе Фрол, младший брат Разина, показал, что Разин зарыл кувшин с документами на острове реки Дон, на урочище, на прорве под Вербой. Романовские войска перелопатили весь остров, но так ничего не нашли. Фрола казнили только через несколько лет, вероятно, пытаясь добиться от него более точных сведений о документах.
Наверное, документы о Разинской войне хранились и в казанских, и в астраханских архивах. Но, увы, эти архивы бесследно исчезли. Видимо, тем захватчикам, что и по сей день правят Россией, очень невыгодно, если славяне узнают правду о своей истории. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.